Мы продолжаем серию видео «Мужчина-скорпион» и «Женщин в других знаках». И сегодня заключительное видео «Мужчина-скорпион, женщина-рыбы». Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. И сегодня у нас мужчина-скорпион, женщина-рыбы. Очень интересный союз. Слушайте внимательно. Я пользуюсь своими записями. В подавляющем большинстве очень хорошее сочетание. Вот такое может быть. Даже можно назвать, что это одно из лучших сочетаний. Рыбам сразу понравится уверенность и поведение скорпиона. Вместе они чувствуют, помимо физического притяжения, верность, силу, надежность, безопасность и комфорт. Им не хочется расставаться, им комфортно с друг другом. Несмотря на то, что характеры у них, можно сказать, прямо-таки противоположные. Иногда скорпион может вести себя агрессивно, резко и очень эгоистично. Но рыбы в состоянии это вообще успокоить и положительно влиять на скорпиона. Но иногда сама рыба провоцирует скорпиона на импульсивные проявления. Им легко, они оба знак воды, им легко понимать друг друга, общаться. У них тонкая интуитивная родственная связь, врожденная. Несмотря на то, что характер скорпиона иногда все-таки проявляется быстрыми эмоциями, рыбы сглаживают ситуацию. Скорпион более пессимистичный по натуре. Он смотрит на рыбу как на непосредственного ребенка. У рыб абсолютно безграничная фантазия. Почти все рыбы не зацикливаются на негативе. И смотря на них, скорпион тоже становится позитивно настроенным, хотя бы на какое-то время. Скорпион лидер по натуре, в паре, конечно же, он считает себя главным. И он реально может серьезно подходить к жизненным вопросам. Не имеющие никаких границ в голове рыбы позволяют ему это. И они более свободны, рыбы, в принятии решений и просто легко делают то, где скорпион посчитал бы это сложным. И наоборот, то, что эмоционально тяжело выполнимо для рыб, скорпион может сделать, применив свое хладнокровие. Они могут говорить вместе, рыбы, конечно, более болтливые и более общительные, но эти знаки хорошо сочетаются, так как им вместе хорошо наедине и в компании. Им в паре нужно всегда разнообразие и обоюдное развитие, какие-то перемены, место, путешествия, новые эмоции. Причем это должно происходить постоянно, не там раз в год в отпуск или когда-то, а постоянно. Иначе обстановка станет напряженной и могут даже появиться какие-то ненужные пристрастия. Рыбы, несмотря на частые упоминания в гороскопах, что они такие нерешительные истерички и любят уединение, рыбы решительные, и они абсолютно не склонны вообще к уединению, депрессиям и унынию. Помимо Нептуна на них действует большая планета Юпитер. И Юпитер дает много позитива и жажду новых знаний и везения, когда рыбы самостоятельно действуют. И рыбы, опять не соглашусь с гороскопами, кто это придумал вообще, не медлительные, а очень легки на подъем. У рыб открыто проявляются эмоции, и это понравится иногда сомневающимся скорпиону. Несмотря на то, что рыбы очень даже импульсивные, они в состоянии понять партнера и дать рациональное предложение. А вот скорпиону сложнее, у него Марс и Плутон. Это и смелость, стратегическое мышление, мужество, инициативность, но в негативе это эгоизм, агрессия, нетерпимость, властность и иногда депрессия. Они видят иногда плохое в том, где его нет. Они, как, знаете, на охоте, всегда насторожены. И в этом они с рыбами совершенно разные по характеру. Поэтому именно скорпиону нужно выбирать выражения и думать, прежде чем что-то сказать. Иначе он может сильно ранить человека, своего близкого, сам того не осознавая. Это мистический, эмоционально прочный союз. Энергии очень естественно сочетаемые, и поэтому связь между ними очень глубокая. И если вдруг завяли помидоры, они не будут вместе только из-за каких-то материальных вопросов.
И как бы не было тяжело им, допустим, они спокойно разойдутся. Лично я считаю, что если натура человека цельная, он не будет долго переживать по поводу там расставания и быстро придет в нормальное состояние. Скорпионы высокомерные, и в союзе с сильной рыбой может произойти взрывной конфликт, когда рыба вдруг превращается в акулу, и тогда ее уже не остановить. Скорпион в паре любит эксперименты, и иногда он как будто издевается над партнером, устраивая своей женщине эмоциональные ребусы и наблюдает вот за ее поведением. Но рыбы тоже вода, да еще и последний знак зодиака, а следовательно самый мудрый знак, считывающий скорпиона. И если женщина слабая, она будет у скорпиона идти на поводу. А если скорпион столкнулся с сильной рыбкой, номер может и пройдет один раз, а потом обстановка станет очень взрывоопасной. И несмотря на то, что в сексе у них полная гармония, они расстанутся. Рыбы не выносят давления и контроля, а больше всего они не выносят манипуляций, а они их видят. Им нельзя быть ревнивыми. Быт они могут спокойно вести вдвоем. Скорпионы по большей части вот, любят чистоту, рыбы тоже любят и чистоту, и к детям относятся очень чутко и внимательно оба. При взаимоуважении они могут создать очень прочный союз. И они, знаете, им хватает друг друга. Они не смотрят налево, и даже скорпион рядом с рыбой через время сможет расслабиться. Они поддерживают и понимают друг друга. Могут вместе вести бизнес, так как они идут к одной цели разными способами и имеют разную тактику. И таким образом они увеличивают скорость к успеху. Все, ребята, мы прошли все варианты совместимости скорпиона. С наступающим Новым годом всех вас, или с наступившим уже Новым годом, всех вас обнимаю и целую. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.